Всем привет! Если ты это смотришь, значит ты смотришь очередной подкаст на моем YouTube канале. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что такое open source, что такое GitHub как система. Давайте начнем с того, что такое GitHub. Изначально, если вы простой человек, юрист, бухгалтер, либо медиаблогер, либо простой человек обычный или предприниматель, кто угодно, то GitHub это обычный сайт, где хранятся код написания для проектов. То есть вот, допустим, есть VPN, да, вот вы кликаете, там нажали кнопку подключить VPN, есть какие-то функции, там есть еще что-то, да, то вот это вот проект, да, и чтобы его написать, нужен код. Для этого нужен сайт, где он будет храниться. То есть, если по-простому. Если углубляться, то GitHub имеет тоже свою как систему, да. То есть вы создаете проект, вы начинаете писать код. То есть вы берете, отправляете со своего адреса в GitHub. То есть GitHub это как некая структура сайта, где хранится вообще все. А у меня вот он на компе хранится, ну вот у меня хранится и все, да, я там перешел на другой компьютер там или другу захотел скинуть, то мне нужно там архив делать какой-то, еще там что-то. То есть, ну, неудобно. А GitHub, в свою очередь, помогает мне, если, допустим, у меня есть команда какая-то, да, или еще что-то, чтобы хранить этот код, хранился где-то удаленно. И в GitHub есть точно так же как бы история твоего написания, где можно проследить, что, где, когда ты отправлял, написал и т.д. и т.п. То есть, в свою очередь, GitHub предоставляет данную функцию. Есть также Bitbucket, по-моему, GitLab есть еще. То есть их очень много. Но GitHub это как бы основа основ. Так вот, есть там такая структура, как open source. Многие думают, что open source из разработчиков именно. Многие думают, что это в свою очередь как альтруизм. Ну, типа, пойду сделаю что-то за бесплатно и все, как бы. А на самом деле там очень огромная ткань. То есть open source на самом деле это огромная система координат и в свою очередь даже хорошего бизнеса. Open source. Давайте начнем с простого. Что такое open source? Open source это бесплатный код. То есть, условно представляете, у вас есть проблема с вентилятором. И человек берет такой и выкладывает. Слушай, ну у меня вот есть программа такая, да, там, ты можешь это установить к себе там на компьютер, через компьютер подсоединиться к вентилятору и решить эту проблему. То есть, и мне за это ничего не нужно, как бы. В свою очередь, если говорить прям очень-очень сокращенно, то open source этим и является. Но если говорить очень погружаться в эту тему, то open source вот представляете, вы зашли, вот, допустим, у вас есть VPN-сервис. Вот, да, вот VPN-сервис. Нажать, подключиться, стали доступными сайты. Быстрое решение проблем. То есть для юзера, как для простого потребителя, это вроде бы как бы, а за что тут платить, типа, да, там, ну, скачал приложение, нажал кнопку подключиться на своем языке, э, закрыл приложение, начал пользоваться сайтом. Как бы, а что тут платить за что? Но и предпринимателям, даже некоторым, в свою очередь, так на самом деле кажется, кто не особо сильно умен, извиняюсь за выражение. Ну, в этом, по крайней мере, направлении. Но для системного предпринимателя или метапредпринимателя или разработчика тут огромный на самом деле пласт. Помимо того, чтобы сделать простой интерфейс пользователю, чтобы он зашел в приложение, тыкнул кнопку, разобрался в нем, прошел она какой-то анбординг, где ему объясняют, что, зачем и как работает, плюс регистрация, плюс авторизация. То есть это вот банальный пример. Но за этим идет
уже огромный пласт. То есть, во-первых, нужно создать бэкэнд-систему, которая будет поддерживать всех юзеров, будет поддерживать регистрация, авторизация, внутренние какие-то там проблемы. Плюс идет третья основная проблема. Это протоколы. То есть, чтобы подключиться, если вы находитесь в Российской Федерации, и чтобы подключиться с Российской Федерации до, к примеру, Германии, чтобы у вас в интернете выдавал сайт «Я нахожусь в Германии», да, нужно создать туннель, да, где в свою очередь есть с Германии один туннель и с Российской Федерацией, и чтобы юзер с Российской Федерации пошел по этому туннелю, пользовался этим туннелем в Российской Федерации, и при этом DPI его не заблокировал. DPI это в свою очередь некий, типа, знаете, вы плывете в гавани, плывет кораблик, хорошо, встает DPI вот здесь вот, и вот так вот все рубится. То есть DPI это вот некий пример вот этого кораблика, да, который крушит юзеру жизнь. Юзер такой: хочу посмотреть YouTube, подкасты. А ему разрушили все. Хочу посмотреть там новости, американские новости. Ему опять все разрушили. Хочу почитать ту или иную книгу. Ему опять разрушили. DPI выполняет эту функцию. И если не погружаться глубоко в DPI, да, какие у него есть механизмы, то чтобы этот DPI обойти, нужен протокол, туннель, да, работающий туннель. И тут есть очень много разных протоколов. К примеру, как WireGuard протокол, есть протокол ShadowSox, есть протокол в OpenVPN, есть протокол Hysteria. Та же, да, чтобы там WireGuard, к примеру, подключить, или OpenVPN ShadowSox, они работают, да, то есть юзер может подключиться к ним. Но если ты находишься, допустим, в той же Российской Федерации, где очень огромное количество денег вливается в DPI, то, ну, скорее всего, этот протокол, туннель будет просто-напросто спален к просто полной жопе. И для этого нужен какой-то протокол, который будет обходить. То есть не просто уже, да, там вот плывет кораблик, а нужен прям, ну, подводная лодка. Вот здесь вот там, да, вот где-то вот условная DPI, и подводная лодка переплывает и спокойно плавает там. Pornhub, YouTube, американские новости, там Telegram, Instagram, и DPI его не видит. И в свою очередь протокол Hysteria выполняет такой принцип. По принципу, как будто веб-браузер общается с сайтом. То есть DPI не видно, что юзер использует что-то. И провайдер не может в свою очередь, или Роскомнадзор, отследить. И в данном случае играет очередь, что же такое open source. Когда ты берешь, допустим, решаешь такую проблему, создаешь протокол Hysteria, да, чтобы обойти этот, наконец-то, там DPI, то если ты его выкладываешь в open source, то ты решаешь сразу огромную пласт проблем для людей, да, то есть помимо того, что, во-первых, ты решишь проблему для себя, что ты там начнешь создавать, к примеру, там, ну, поможешь родным там, поможешь друзьям, чтобы они пользовались интернетом и всеми там благами мира, во-первых. Во-вторых, ты сможешь продавать это как VPN-ресурс, то есть создать интерфейс и брать, использовать это на продажу, да, людям. В-третьих, это власть, естественно, потому что если ты создаешь протокол Hysteria в open source проекте, и такого протокола еще просто нету напросто в GitHub, да, как библиотеку, не библиотеку, тут еще тоже вернемся к моменту, то
ты становишься единственным, по сути, монополистом в системе. И, соответственно, другие разработчики такие. Ну, давайте предположим, там предприниматель захотел там вложить там 40 тысяч долларов в создание VPN. Он посмотрел, подумал, такой проанализировал. Слушай, а в России так-то в целом неплохо было бы создать VPN, что ли, какой-нибудь. У меня есть 40 тысяч баксов, почему бы не вложить это в VPN? Ну, мне нужен разработчик. Разработчик, в свою очередь, начинает создавать, видит, что WireGuard или OpenVPN не обходит DPI, к сожалению, натыкается на Березнева, который решил эту проблему и внедрил это в свой проект. В свою очередь, предприниматель, который, ну, не мета-предприниматель, а который просто обычный предприниматель, заработать бабла, там, вложить бабло, заработать бабло. Он этого всего не понимает, он не будет видеть, что, где, как внутри системы соединено. И разработчик, соответственно, просто внедрит вашу библиотеку. И, соответственно, если ты, помимо того, что создавал свои собственные VPN, если ты создавал собственные протоколы, то ты уже имеешь некую власть над конкурентами. То есть, условно, завтра я хочу изменить этот протокол на другую лицензию, да, там, есть очень множество разных лицензий, то они будут зависеть от меня, потому что я поставляю это решение. То есть это власть, да, на самом деле, над конкурентами. Просто банально. А когда в твоей нише, в конкурентах, очень мало кто использует хистерию, и все в основном используют типа старый WireGuard или OpenVPN, то когда появляется монополист, по хистерии, ее начинают внедрять массово. Массово огромное количество людей внедряют эту библиотеку. И в свою очередь ты имеешь власть над очень массовыми количествами людей. И если, допустим, у тебя была просто VPN, там с бэкэнд-системой, то с помощью open source библиотекой у тебя поднимается уровень капитализации компании в сотни раз. То есть, если ты там, допустим, стоил там, к примеру, 500 тысяч долларов, то на начальных этапах, когда еще там у тебя юзеров там 20, там типа 50 тысяч, то ты можешь поднять капитализацию до 1,5 миллиона долларов, до 2 миллионов долларов, да, то есть, а если у тебя будет миллион скачиваний юзеров, то у тебя капитализация поднимется до десятки, а то и сотни миллионов долларов просто за счет того, что ты монополист, помимо того, что ты поставляешь продукт под юзеров, да, решаешь проблему, ты еще и решаешь проблему для конкурентов. Кто будет с тобой конкурировать? Огромное количество арбитражников, инди-разработчиков, малых, средних компаний будут нуждаться в твоем решении. Поэтому очень тут недооценено на самом деле open source. И помимо всего этого, да, то есть как я описал, второго, третьего пункта, появляется и четвертый пункт. Это медиа влияние. То есть помимо власти над конкурентами, у тебя появляется и медиа влияние. Я создаю по принципу, очень многие предприниматели на самом деле ошибаются, когда называют свои продукты каким-то там неизвестным брендом. А когда ты называешь бренд как своей фамилией, а что долго думать? Березнев и все. Ну, типа Тинькофф, там Дуров, Илон Маск. Просто все называется за счет как бы твоей фамилии. А когда фамилия уже начинает иметь огромный вес, когда человек говорит просто только твою фамилию, и все такие, ну это вообще капец, это легенда, то ты любой анонимный продукт можешь создать просто за счет того, что ты Илон Маск. И поэтому на самом деле недооценено твоя фамилия. И я называю все свои проекты по принципу Березнев. То есть просто Березнев. И если однажды
я дойду до того, что мой продукт один из будет иметь миллионы пользователей, то моя фамилия автоматически станет гарантом доверия ко всем следующим продуктам. Поэтому это, естественно, четвертый пункт, это медиа влияние. И пятый, пожалуй, пункт – это лицензии. Как сделает компания JetBrains? Если что, на рынке была такая проблема. Огромное количество есть кода на Java. Помимо библиотек, да, там open source, есть приложения, есть десктоп приложения. То есть есть огромный пласт работы, который не решен. И есть Kotlin, который JetBrains в свою очередь создали. То есть тебе нужно уже там условно не месяц, да, там сидеть и пилить код, чтобы создать приложение, а тебе нужно там 2 недели, там, а то и неделю. А с принципом Kotlin мультиплатформ ты пишешь один код на Kotlin, сразу можешь его пилить под iOS, десктоп, Android, веб-браузер. И все в нативе. Это как если разговаривать с русским, японцем, с англичаном и с норвежцем на родном языке. И все это бесплатно, чуваки. Но тут есть лицензии. Тут есть лицензии, тут есть продажа IDE. То есть, если вы пользуетесь Kotlin мультиплатформ, разработчикам же нужно на чем-то писать. Они же не будут писать где-то это в каких-то блокнотах или Visual Code, да, то есть это только прям олды разработчики будут писать Visual Code, то, соответственно, тебе нужно место, где ты будешь писать код. А для этого мы тебе придумаем IDE. Это, в свою очередь, удобный блокнот для написания, то есть с удобными, с кучей функций. И там, условно, там $100, там $200 за счет просто продаж в месяц. А когда у вас база пользователей сотни миллионов разработчиков, то есть представьте, какие это продажи. И это только за счет одной IDE. А еще давайте продавать IDE под другие языки, хоть мы их не писали. То есть, и это только один из пластов вот таких работ, да? То есть, это называется B2 Developer, то есть бизнес для разработчиков, то есть решать проблемы разработчиков. И тут, соответственно, ты можешь еще лицензии смотреть. Есть несколько лицензий, то есть есть Apache, есть MIT и есть, по-моему, GLE. GLE, по-моему, как-то так называется. То есть Apache, она тебе дает доступ полный. То есть, пожалуйста, используй в любых целях код, будь то коммерция, будь то разработка, будь то еще что-то. Там MIT дает доступ, пожалуйста, типа используй, но не для коммерции. Для коммерции нам нужно там типа лицензия. По-моему, она так играет. А GLE это в свою очередь типа, пожалуйста, используй хоть для чего, но если ты используешь, то выкладывай это открыто. То есть, если вы создали VPN-продукт с лицензией GLE, то, к сожалению, вам нужно это будет открыть рано или поздно. Если продукт дорастет до сотни тысяч пользователей, то вычислят, что вы юзали, и вас просто сами знаете, что сделают. Помимо всего этого, у нас есть поддержка, то есть у нас есть поддержка, какие-то платные функции, есть спонсорство, то есть есть огромное количество людей, разработчиков, которые будут вам ставить звезды. Звезды это в свою очередь играют типа как лайки, что-то в YouTube. И то есть и тут огромное количество просто власти, да, то есть власть. И open source это, в свою очередь, продемонстрирует. И такие компании, любые абсолютно, как Google,
как Яндекс, как Telegram, как еще что-то, они в свою очередь делают эти технологии, чтобы их компания, во-первых, прошла вот эти все пункты, да, то есть мне уже их не нужно описывать. И помимо всего этого, представьте, если вы решите какую-то проблему, к примеру, с безопасностью или еще что-то, которое будет решать огромное количество проблем, то вас, как человека, вы сможете сделать коллаборацию, к примеру, с Telegram. Да, то есть представьте там, вы назвали свою библиотеку своим именем, выложили это в открытый доступ, потом это решает капздец какую там проблему, да, там с безопасностью, с протоколом, с еще чем-либо, и вы сможете спокойно подойти и сказать, типа, давайте сделаем коллаборацию Telegram. Вот, у вас есть такая проблема, у меня есть такое решение. Используйте бесплатно для коммерции, пожалуйста. Будьте добры. Если есть возможность, то есть, но, пожалуйста, хочу, чтобы вы выложили это там в открытый доступ, что вы используете там вот мою библиотеку. Все, что я от вас хочу. Когда вашу библиотеку использует Telegram, то есть ваша автоматическая PR выходит до уровня максимум. Просто взрывается, да? Когда там, и вы переходите уже из какого-то там, во-первых, если вы просто разработчик и вы и создаете свою библиотеку, то вы переходите из какого-то анонимного маленького среднего разработчика, который используется и работает. Это уже месседж для разработчиков. Если ты простой разраб, и ты ни разу, то есть не смотрел в код библиотек, SDK, платформ, то, ну, к сожалению, ты просто обычный такой же юзер, как и другие пользователи, только на уровне ПО. То есть ты не понимаешь, что внутри находится, что как работает, как система строится. Ты пользователь SDK. То есть, и не обижайся, когда тебе ставят там зарплату там в 2, в 3, в 4 тысячи долларов, там максимум, то есть там в 3 тысячи долларов. И когда тебя нагружают там десятками собесами, потому что, ну, нету у тебя, к сожалению, такого опыта. То есть нету системного мышления. И системе, как любой, нужны именно люди, которые будут создавать ценность, да, хотя бы на минимальном уровне. А если ты даже и на минимальном уровне не можешь создать ценность, то вообще не обижайся, что тебя не берут на работу. Поэтому как-то так, я надеюсь, я рассказал прям очень сильно максимум в сжатые 20 минут, о чем нужно знать про open source. И присоединяйтесь к нашему open source и в целом присоединяйтесь к open source движухе. До следующей пятницы.